Привет всем! Вы на канале Просто Вяжем. Меня зовут Елена. И сегодня в этом мастер-классе я хочу предложить вам связать вот такие подошвы такой формы. Скажем так, анатомической. С очень интересной обвязочкой по канту при присоединении. Использую в этом классе я трикотажную пряжу. Трикотажная пряжа изнаночной нарезки производителя Yarn Cotton. Отличная пряжа. Вяжу ею очень много лет. Прекрасный производитель, прекрасное обслуживание и качество пряжи всегда на высоте. Что в этом мастер-классе я вам расскажу и покажу, чем, собственно говоря, я вас хочу удивить, да, в своем мастер-классе, потому что таких мастер-классов по вязанию подошв, стелек в интернете в свободном доступе вы увидите очень много. Значит, мы с вами свяжем 4 стельки, 2 из которых будут, скажем так, иметь зеркальный вид. Объясню, что такое зеркальность, почему и как читать вот эту зеркальную схему, чем она проста и как вообще ее понимать. Объясню, как рассчитывать размер по схеме. Покажу схемы одной и другой стелек. Как правильно читать схему и как правильно читать и рассматривать рисунок вязания. И здесь есть выбор для вас, что для вас будет проще, либо читать и считать все по схеме, либо читать по рисунку вязания. Как рассчитывается размер и в ширину, и в длину, как лучше распределять столбики по частям стелек. Значит, что еще? Соединим по центру наши стелечки. Расскажу тонкости все, объясню, почему делаю так, а не так, как обычно делают. Раскрою особенности вот этой вот эксклюзивной обвязки присоединения. Эту обвязку впервые я ее не видела нигде. Где-то в 2020 году, по-моему, я ее использовала в своем мастер-классе по вязанию тапочек сот. Так, что еще? С этими подошвами, на этих подошвах я связала тапочки. Так. Вот такая моделька с интересным верхом, плотненький достаточно. Немножко еще у меня не отпаренные они. Вот такая вот подошва, обвязочка. Вот такая моделька. Назвала я ее Пукли. По детали верха такой вот интересный. Ну, а теперь давайте приступим к вязанию. Я поделюсь с вами своим опытом. Начнем мы с вами вязание вот с такой стелечки. Значит, вяжу я из трикотажной нити 7-9 миллиметров, вытягиваю ее. Крючок у меня номер 5. Вяжу я достаточно плотно. Здесь у меня набор из 20 воздушных петель. Длина стельки получается 23,5 сантиметра. Но она еще развернется, плюс обвязка. Грубо говоря, можно считать, что стелька будет длиной 23 сантиметра.
к интересу, так сказать, я вязала ту же самую по той же самой схеме, с тем же самым набором петель, но крючком 6. И тапочки у меня вышли на 37 с половиной. Было даже вот так вот очень в размер. Значит, что хочу сказать по размерному ряду. От размера крючка зависит размер вашего изделия. Также от размера нити, то есть вы можете вязать нитью 5-7 миллиметров, шнуром 3, 4, 5, допустим, джутовой нитью, да, от всего от этого зависит размер. Как мы варьируем с размером? Я всегда обычно рекомендую на своих мастер-классах делать образец вязания. То есть провязать 15, допустим, в ширину 15 столбиков без накида, в высоту 10-15 рядов, посмотреть, на какой размер вы выходите, то есть высчитать там чисто арифметическое уравнение, сколько столбиков у вас в определенном количестве сантиметров, и за счет этого вы можете выходить на длину, которую вы можете вязать стельку. Следующий вариант — это, значит, по длине. Дальше, по ширине. По ширине мы рассматриваем, значит, наше вязание таким образом. Мы просто варьируем видами столбиков. Да? Самый маленький у нас — это столбик без накида. Как 2 столбика без накида — это у нас столбик с одним накидом по длине получается. А полустолбик с одним накидом — это что-то среднее между столбиком без накида и столбиком с одним накидом. То есть, допустим, вот вы свяжете по мастер-классу с таким набором стелечку, вы уже посмотрите по своей плотности вязания, по крючку, которого вы вяжете, по нити, в общем, все вот эти вот составляющие, и вы увидите, какой размер у вас выходит. И уже исходя из этого, вы можете посмотреть, допустим, вам нужна ширина больше, чем здесь у меня по схеме будет предложено вам. Значит, вы вяжете, допустим, во втором ряду не полустолбики с одним накидом, а столбик с одним накидом. То есть у вас стелечка расширится. Если вам нужно будет наоборот поуже, вы можете в первом ряду вязать не столбики с одним накидом, а полустолбики с одним накидом. То есть тут все, собственно говоря, просто. По поводу длины, если, допустим, вы разбиваете стелечку на 2 половинки. У нас есть носочная часть у стельки, у нас есть пяточная часть у стельки. Визуально, как правило, мы делим наборную цепочку пополам. И посередине между носочной и пяточной частью мы всегда, как правило, обычно вяжем от 1 до 2-3 полустолбиков с одним накидом. Как переходные, вот как и здесь есть у меня в этом примере. Как переходные столбики, чтобы сгладить переход, резкий переход между столбиками без накида и столбиком с одним накидом. То есть учитывать это. Если, допустим, у вас четное количество петель и серединный промежуточный столбик, он, как правило, должен быть для красоты изделия, то я рекомендую большую часть оставлять на пяточную часть. То есть у вас 20 петель, 9 петель у вас будет идти на носочную часть, 10 столбик переходный, и 10 столбиков это пяточная часть. Вот таким образом. По размерному ряду, думаю, все пояснила. Если будут какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Я на все вопросы вам отвечу. Так, ну а теперь начнем вязать. Вот такая вот маленькая схемка у меня есть. Я буду по рядам дополнять эту схему. И будем с вами разбирать. Значит, здесь в этой стелечке, которая у меня связана крючком 5, длина стельки с учетом обвязки и разворота 23-23,5 сантиметра. Я набираю 18 петель, основных рабочих петель, на которых связана стелька, и 2 петли подъема на закругление пяточной части.
Набор обычный. Хвостик оставляйте, ну, я оставляю до 10 сантиметров. Тут, собственно говоря, длина совершенно не имеет никакой роли. Накидываю ниточку хвостиком к себе на палец, завожу крючок от себя к себе, делаю разворот. Вот такая полу какая-то петелька уже получилась. Придерживая хвостик пальцами, захватываю нить рабочую, которая идет к клубку с пальца, и протягиваю через эту полупетельку, которая у меня получилась. Первая петля уже есть. Продолжаю набор, захватывая нить, пропуская ее через петельку на крючке. Это воздушные петли. Они образуют у нас цепочку из воздушных петель, и я вяжу 18 воздушных петель цепочки и 2 петли для подъема закругления пяточной части. 20 петель провязали, посчитали, проверили. Дальше смотрим на схему. Мы провязываем в третью, так как 2 петли подъема у меня. Вот эта петелька, которая была на крючке, она не считается, это рабочая петля. Вот 2 петли. Они у нас для подъема закругления пятки. Значит, вязать мы начинаем в третью петлю от крючка. Да, вот у нас третья петля за крайнюю дужку. И исходя из схемы, здесь провязываю 9 столбиков без накида. В третью петлю, вот она, от крючка завожу крючок за крайнюю дужку, захватываю рабочую нить, на крючке 2 петельки, вновь захватываю нить, протягиваю через 2 петли. Таким образом образую первый столбик без накида. Таких столбиков без накида нужно будет провязать 9 штук. Я вяжу плотно. Старайтесь при вязании не ослаблять вот эту петельку, которая остается на крючке. Нужно, чтобы она плотно ходила по крючку. Тем самым вы избежите появления вот здесь вот при присоединении второго ряда дырочек. И плотность и ровность вязания будет вам обеспечена. Тем самым изделие будет иметь хороший, красивый, эстетичный вид. 9 столбиков без накида. Проверяем обязательно. 1, 2, 8, 9. Дальше первый ряд продолжаем соответственно схеме. Полустолбиком с одним накидом. Это переходный столбик, про который я вам говорила. Делаем накид на крючок. Заводим крючок за крайнюю дужку следующей перемычки. Следующей петельки. Захватываем нить, вытягиваем. На крючке 3 петли. Захватываем нить и протягиваем ее через все 3 петли на крючке. Вот это полустолбик с одним накидом. Далее продолжаем столбиками с одним накидом до нашего носочного закругления, а оно у нас будет в последней петле. Провязываем 3, 3, 7. 7 столбиков с одним накидом. Накид на крючок, вводим крючок за дужку, захватываем рабочую нить. На крючке 3 петли, захватываю нить, протягиваю ее через 2 петли на крючке, захватываю нить, протягиваю ее через оставшиеся 2 петли на крючке. Это столбик с одним накидом. Таких столбиков до закругления должно быть 7. 7 столбиков с одним накидом. Далее продолжаем делать закругление в последнюю петельку. Вот она у нас осталась, последняя петля с хвостиком. Вот сюда, вот в эту последнюю петлю провязываем 5 столбиков с одним накидом. Это будет носочная прибавка. Хвостик можно раздвинуть немножко эту петельку и хвостик сзади прижать пальцами к полотну уже провязанному, чтобы он нам не мешал. И в одну петлю 5
столбиков с одним накидом. Нитку вытяну. Так, один связан. Второй. Третий сюда же. Подготовьтесь к тому, что она либо у вас будет растягиваться, эта петля, что несколько будет пугать, может быть, вас, либо вам будет слишком сложно сюда заходить, чтобы провязать все 5 столбиков в одну петлю. Если у вас расхлябалась тут, растянулась вот эта дырочка, просто достаточно подтянуть за хвостик, чтобы закрыть эту дырочку. Если же слишком плотно, то в таком случае распустите то, что связали в прибавке, немножко расслабьте вот эту нить, а потом просто подтяните хвостик. Вот здесь все в одну петельку, в последнюю, у меня провязано 5 столбиков с одним накидом. Перехожу на вторую половинку первого ряда. Она зеркальная, то есть полностью симметричная до пяточных прибавок. И здесь я опять же провязываю 7 столбиков с одним накидом. На что всегда и везде обращаю внимание, чтобы не теряли петли. Мы вязали в косички. Вот они у нас. Вот эти вот косички. Вот. И самый последний столбик перед носочными прибавками. Вот он. Обычно девочки теряют вот эту перемычку, в которую мы должны провязать первый столбик после носочных прибавок. Это характерно для трикотажной пряжи и толстых шнуров. Вот эта вот перемычка, она прячется за счет натяжения последней петли. Поэтому смотрите внимательно. Вот последний столбик перед прибавками. Вот эта вот петелька, перемычка, за которую мы вязали этот столбик, и вот ее продолжение, вот она, перемычка, ушла на другую сторону. Продолжаем в зеркальном отображении, то есть вяжем столбик с одним накидом после носочной прибавки. Таких столбиков будет 7 штук, 7. Далее переходный столбик по схеме, полустолбик с одним накидом. Это когда делаем накид, захватываем нить и протягиваем на крючке сразу все 3 петли. И далее продолжаем столбиками без накида. Их также должно быть 9 штук. Вяжем за перемычки, которые здесь у нас в полотне очень хорошо видны. Стараемся не вытягивать петлю, которая у нас остается на крючке, чтобы избежать дырок при присоединении, да? А вот эти дырочки, которые образуются, на них можете не обращать внимания, потому что стельки мы будем соединять срединным швом. И вот эти все дырочки, которые образовались здесь, они все у нас уйдут под косичку соединения, их видно не будет. И даже, собственно говоря, хорошо, что они есть сейчас, так будет проще соединять. Провязываем 9 столбиков без накида. Вот они. Обязательно считайте петли, девочки, чтобы не распускать потом половину изделия. И смотрим на нашу схему. На схеме у нас обозначено на петлях подъема, а они у нас вот здесь. Смотрите. Вот. Очень хорошо видно. Одна петелька подъема. И вот другая петля подъема. Вот эта вот шляпка, она уже принадлежит столбику, связанному у нас в первом ряду. Вот 2 петли. Делать прибавки мы будем за крайние дужки, чтобы не создавать лишнего уплотнения здесь на пяточной области. Значит, вот за эту крайнюю дужечку я ввожу крючок и провязываю прибавку из 2 столбиков с одним накидом. 1 столбик. И еще один за эту же перемычку провязываю, получается прибавочка. В следующую перемычку второй петли подъема я провязываю 1 столбик без накида. Первый ряд у нас готов. Продолжаем второй ряд. Вот схему я дорисовала.
Смотрим по этой схеме. Мы закончили прибавкой и одним столбиком без накида в пяточной области. Переходим на второй ряд. И вот я вам говорила про... Мы 2 петли подъема задействовали. Вот эта вот шляпка-косичка, она принадлежит вот этому столбику. Ну, как бы тут, возможно, я немножечко неправильно пояснила. Как бы я имела в виду, что она принадлежит за счет того, что мы вяжем по схеме, а в схеме обозначено. Мы в любом случае должны поставить сюда столбик без накида. Иногда в некоторых схемах, я видела в интернете, не очень четко показывают, то есть столбики над столбиками обозначают, и иногда это не очень понятно, где этот столбик поставить, потому что есть место до него и есть место после него. В своих схемах я, как правило, вот показываю так, как оно есть на вязании. То есть мы закончили столбиком с одним накидом в петлю подъема, и теперь в первую перемычку, вот здесь соединяющую у нас первый столбик первого ряда, и вспомогательную петлю провязываем следующий столбик без накида, который у нас будет уже относиться ко второму ряду. И таких столбиков нужно будет провязать 8 штук. 8 столбиков без накида за обе перемычки косичек. И сейчас я еще обращу ваше внимание, как удобно читать схему рисунка, не по схеме даже проверять себя, а проверять себя по самому полотну вязки. Вот смотрите, мы провязали 8 столбиков. 8, все верно. Теперь смотрим по схеме. Здесь у нас переходим мы на полустолбики с одним накидом. И по схеме мы видим, то есть мы посчитали, да, вот у нас 7 столбиков без накида, нам нужно провязать, и потом мы вяжем уже полустолбики с одним накидом. Здесь по полотну, чтобы, допустим, даже не проверять и не считать количество столбиков, которые мы здесь провязали, мы смотрим по рисунку, что у нас полустолбик с одним накидом между перед последним столбиком без накида, да, то есть как бы мы смотрим на полотно, у нас здесь связан полустолбик и столбик, и мы уже понимаем, что нам нужно перед этим столбиком, последним столбиком без накида, поставить полустолбик. То есть мы уже точно, если у нас первый ряд был выверен, высчитан, вернее, мы уже точно знаем, что мы вяжем правильно, и количество столбиков у нас сходится все так, как мы рассчитывали, да? По моей схеме вы вяжете или по своей схеме. И дальше продолжаем столбиками, полустолбиками с одним накидом. Продолжаем вязание. Так, должно быть 3, 6, 9, 10. Либо мы смотрим по схеме. У нас должна быть прибавка из полустолбиков с одним накидом после первого столбика в нашем носочном закруглении. То есть это будет вот здесь. И я спокойно вяжу полустолбиками до того самого места, где я должна сделать прибавку. За обе перемычки. И вот я дошла до этого места. Делаю прибавку из 2 полустолбиков с одним накидом. 1 полустолбик в одну перемычку и 2 полустолбик в эту же перемычку. Провязываю полустолбик с одним накидом. Вот, прибавку сделала. Дальше смотрю по схеме. Следующая прибавка будет состоять из 3 столбиков, один из которых будет полустолбик с одним накидом и 2 столбики с одним накидом. Провязываю полустолбик с одним накидом. Дальше столбик с одним накидом и еще один столбик с одним накидом. Вторую прибавку провязала. Далее смотрю по схеме. Следующая прибавка состоит из столбика с одним накидом и полустолбика.
провязываю столбик с одним накидом и полустолбик за одну перемычку. Есть. Далее прибавка из столбиков без накида. Столбик без накида 1, столбик без накида 2. Готова прибавка. И последняя прибавка. Чтобы себя проверить, она у нас после закругления первого ряда, да, где мы вязали 5 столбиков в одну петлю. Вот как раз мы смотрим на рисунок. Вот у нас прибавка из 5 столбиков была. И вот у нас первый столбик второй половины первого ряда. Вот здесь вот у нас последняя прибавка, которая состоит из столбика без накида и полустолбика с одним накидом. Все. Все соответствует схеме. И дальше продолжаем вязать полустолбиками с одним накидом. Их будет 8 штук. И мы смотрим сразу по схеме, что у нас последний полустолбик должен закончиться после полустолбика последнего первого ряда. То есть вот здесь. Можно даже в нашем случае не считать. Да, сказала, что 7 столбиков, а их надо было 8. Ну, собственно говоря, исходя из схемы, довязала до сюда, посчитала, увидела, что оговорилась. Но, тем не менее, вот как пригодилось чтение схемы, да. И дальше продолжаем столбиками без накида. Таких столбиков должно быть 8. И здесь смотрим по схеме, что мы должны сделать первую пяточную прибавку перед прибавкой нижнего ряда предыдущего. А прибавка нижнего ряда, она у нас вот. Значит, следующую прибавку, то есть эту прибавку второго ряда будем сделать сюда. И вяжем до этого места 8 столбиков без накида. Также за 2 перемычки продолжаем. И провязываем до прибавок. 8 столбиков без накида. Подошла к пяточному закруглению. Здесь будет 3 прибавки столбиками без накида за каждую перемычку. То есть провязываю по 2 столбика без накида за каждую перемычку предыдущего ряда. Первая прибавка есть. Вот вторая перемычка. Вторая прибавка из столбиков без накида. И третья перемычка. Вот она. Третья прибавка. И как раз она у нас между прибавкой нижнего ряда и одним столбиком. Вот у нас прибавка нижнего ряда. И вот у нас последний столбик первого ряда. Сюда же в эту перемычку провязываю еще одну прибавку из 2 столбиков без накида. Пяточная прибавка готова. И второй ряд, соответственно, схеме у нас готов. Приступаем к третьему ряду. Значит, в третьем ряду я вяжу столбиками без накида. Делаю прибавки также из столбиков без накида для закругления. Заканчиваю ряд также столбиками без накида. И пяточное закругление и окончание ряда. Здесь после носочных прибавок, носочного закругления второго ряда продолжаю вязать столбиками без накида до первой прибавки. Здесь по данной схеме будет 20 столбиков без накида, либо столько, сколько по вашему размеру, либо можно просто посмотреть на схему, увидеть, где мне нужно сделать следующую прибавку, а она будет вот здесь, исходя по рисунку. И я просто довязываю до этого места. 20 столбиков без накида. Приближаюсь к прибавкам носочным, к носочному закруглению. Здесь будет 4 прибавки из столбиков без накида, то есть в каждую перемычку в каждую перемычку за обе дужки провязываю по 2 столбика без накида. Таких прибавок 4. И после этих прибавок перехожу на вторую часть третьего ряда, также столбиками без накида.
Вот 4 прибавки, соответственно, схеме готовы. Проверяем себя, где мы закончили 4-ю прибавку. Она должна быть после прибавки предыдущего ряда из 3 и из 2 столбиков. Вот наша прибавочка. Мы проверили, прочитали рисунок. Учитесь читать рисунок, вам это очень пригодится. И дальше продолжаем вязать также столбиками без накида. Но их будет 21. Но посмотрим на схему. Мы должны сделать прибавку, исходя из схемы, перед прибавкой нижнего ряда, то есть здесь. То есть довязываем столбики вот до этой границы. 21 столбик без накида. Подошли к пяточному закруглению. Перед прибавкой нижнего ряда предыдущего заводим крючок и делаем такую же прибавку для закругления. 2 столбика без накида в одну перемычку. Провязали. Далее столбик без накида в середину прибавки предыдущего ряда. Провязали. И следующую перемычку делаем столбик без накида. Вот таким образом столбик без накида. Покажу еще раз для новичков. Более внимательно. Петля на крючке. Завожу крючок за перемычки. Захватываю нить. Вытягиваю ее на лицевую часть полотна. И протягиваю ее через петлю на крючке. Вот это соединительный столбик, либо тамбурный шов. Вытягиваю нить. Обрезаю хвостик. 10-15 сантиметров, больше не надо. Можно даже меньше. И теперь будем формировать красивое закрытие ряда. Стелечка у нас готова. Закрываем ряд. У нас есть хвостик. У нас есть петля, из которой этот хвостик у нас мы вытащили. Вот. Нам нужно красиво закрыть, чтобы вот эта вот петелька у нас была не испорчена. То есть, чтобы хвостиком повторить вот эту петлю. Что делаем? Заводим крючок. Вот у нас эта петля, вот ее дужка. Заводим крючок с изнанки. Захватываем хвостик. Вытягиваем на изнанку хвост. Переворачиваем изнанку и смотрим. Вот у нас косичка, из которой вышел хвостик. Нам нужно этот хвостик вернуть сюда, в этот центр, откуда он вышел. Что мы делаем? Вот у нас дужка косички. Вот у нас косичка, из которой у нас выходит соединительный столбик вместе с этим хвостиком. Заводим крючок в косичку предыдущего ряда, в которую связан соединительный столбик. Заводим крючок в середину петельки, откуда у нас выходит хвостик. Захватываем хвост и протягиваем его через 2 вот этих вот дужки. Подтягиваем нить, расправляем. Сзади хвостик дополнительно закрепляем за изнаночную дужку столбика, просто протягиваем. Все, здесь все распрямили. Переворачиваем, смотрим, какой симпатичный и красивый у нас получился пяточный срез. Вы согласны со мной? Красота. Вот и все. Стелька у нас готова. Здесь вот этот хвостик немножко подтянем. И пропустим его для закрепления через вот ребрышки наших столбиков с одним накидом. И можно сделать в обратную сторону уже для более пущего закрепления. Все. Вот так. Можно не обрезать. И этот можно не обрезать, потому что они все уйдут у нас. Такая у меня какая стелька. При соединении они у нас все спрячутся и уйдут вовнутрь. Значит, что мы делаем с вами сейчас? Сейчас нам нужно связать еще одну такую же стельку по такой схеме. То есть таких стелек у нас будет 2. И стелечек обратных у нас тоже будет 2. А за обратную мы сейчас с вами возьмемся.
Приступаем к правой прибавке, к правой стельке. Значит, я тут хочу вам дать понятие, что такое зеркальное вязание. Вот у нас есть левая стелечка, схема, да, и есть правая стелька. Если идет речь о зеркальности, вот две стельки. Сейчас, минуточку. Что в них такого зеркального? Они абсолютно одинаковые деталью пятки, пяточной частью, и зеркально отображаются по схемам частью носочной. Это говорит о том, что у нас, если смотреть на схемы, то пяточная часть у нас одинаковая и там, а носочная часть у нас развернута в зеркальном отображении. То есть, если мы, допустим, возьмем стельку левую схему и перевернем ее вот так, то это будет схема правой стельки, ну, да, то зеркальное отображение у нас будет вот эта вот часть правой стельки в зеркальном отображении, да? А пяточную часть мы должны будем оставить такую, которая у нас будет подходить подобие стельки. Значит, по поводу правой, левую мы с вами уже связали, по поводу правой вот теперь стелечки. Значит, первый ряд в этой схеме, он у нас одинаковый, что в левой, что в правой. Во втором ряду начинаются изменения. Изменения только в носочной части и в переходных столбиках. Потому что, если обращали внимание, значит, у нас в левой стельке по внутренней стороне полустолбики с накидом начинаются раньше на один столбик, чем с внешней стороны. Поэтому первый ряд правой стельки я провязала. Вот он идентичен левой стельке, как я уже сказала. И начинаю правую стельку со второго ряда. Со второго ряда также столбиками без накида в пяточной области. Здесь нужно будет провязать 9 столбиков без накида. Также за 2 перемычки 9 столбиков. Или, как я вам показывала на левой стельке, мы смотрим по схеме, что полустолбик с одним накидом у нас должен быть перед полустолбиком нижнего ряда. То есть вот здесь вяжу до этого места, и здесь уже буду вязать полустолбик с одним накидом. 9 столбиков, переходный полустолбик с одним накидом начинается. И второй ряд мы вяжем полустолбиками, исключая прибавки. Вот здесь у нас увеличение для мысочка. То есть я вяжу полустолбиками, их будет 8, да, 8 штук. И первая прибавка у нас идет перед носочным закруглением. Вот здесь у нас будет первая прибавочка. Вот, значит, до этого места я вяжу полустолбиками с одним накидом. Один у меня уже готов, продолжаю дальше. Готово. Подошла к прибавочному месту, да, вот у меня перед носочными прибавками, вот у нас вот эта вот радужка такая есть. Вяжу первую прибавку, которая будет состоять из полустолбика с одним накидом и столбика без накида в одну перемычку. 2 столбика разного вида. Далее вяжу следующую прибавку 2 столбиками без накида в одну перемычку. Следующая прибавка из 2 столбиков, это полустолбик с одним накидом и столбик с одним накидом. Полустолбик с одним накидом и столбик с одним накидом. Есть. Третья прибавочка у нас состоит из 2 столбиков с одним накидом и 1 полустолбика. То есть 3 столбика я вяжу в одну перемычку. 2 столбика с одним накидом и 1 полустолбик сюда же в эту же перемычку. Провязала. Следующая прибавка, последняя, это 2 полустолбика с одним накидом. И продолжаю второй ряд полустолбиками с обратной стороны. Да? Вот. И здесь смотрим по схеме.
Последний полустолбик у нас должен быть перед первыми двумя столбиками без накида. То есть вот здесь. Вот у нас столбики без накида. Один, второй. Значит, вот здесь, до этого места, я должна провязать полустолбики. Ну, для пущей верности, 1, 2, 3, 4, 5. Их должно быть 10 штук после последней прибавки. Вяжем до столбиков без накида по схеме. Вот, готово. Перехожу на столбики без накида для пяточной части. Их будет 7 штук, если не ошибаюсь. Да, 7 штук. И опять же смотрю. Следующая прибавка, то есть для закругления, у меня будет перед предыдущей прибавкой, то есть вот в этом месте. То есть заканчиваю я до этого места. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Один у меня уже есть 7. То есть у меня все по схеме, все ровно. Дошла до пяточного закругления. И так же, как и в левой стельке, мы делаем 3 прибавки из 2 столбиков без накида в каждую перемычку. Тем самым делаем пяточное закругление и заканчиваем второй ряд. Все, здесь ничего не меняется. Все точно так же, как и в левой. Переходим на третий ряд. Третий ряд. Столбики без накида. 4 прибавки в носочном закруглении. И также столбики без накида и закрытие ряда. Значит, провязываем столбики без накида до прибавок. На этом останавливаться не буду. На схеме все понятно, все вам объясняла ранее. Провязала столбики без накида. В моем случае здесь 23 штуки. Подошла к носочному закруглению. Смотрю по схеме, прибавки у меня между прибавками из 3 и из 2 столбиков с накидами. Сюда провязываю первую прибавку из 2 столбиков без накида. Далее в следующую перемычку еще одну прибавку из 2 столбиков без накида. Таких столбиков будет 4 штуки. Третья, вернее, прибавка. И еще одну проверяем себя. Она должна быть между 2 прибавками предыдущего ряда. 1, 2. И все, с прибавками мы закончили. Их 4 штуки. Продолжаем далее столбиками без накида до прибавки носочного закругления. Здесь будет 18 столбиков без накида. И смотрим также на схему, да, что у нас мы можем спокойно вязать и остановиться до прибавки предыдущего ряда по рисунку. А он у нас вот здесь вот. Вот прибавочка. Значит, мы должны остановиться здесь. Следующую прибавку в нашем третьем ряду мы будем делать именно в этом месте. Продолжаем вязать столбиками без накида. Вот приблизились. Делаем последнюю прибавку для закругления из 2 столбиков без накида. И заканчиваем нашу правую стельку. Все соответственно схеме и видео левой стельки. Здесь нет ничего различного. Все одинаково. И вообще эта технология используется как бы повсеместно. Везде в таких случаях. Не туда протянула, поторопилась. Так что отработайте вот этот вот механизм, и он вам очень пригодится. И используется не только в вязании тапок закрытия такое окантовочное, но и в вязании корзины, сумок, в общем, в любом, где есть четкое закрытие ряда. Все, правая стелька готова. Значит, стелек таких у нас должно быть 4 штуки. 2 правых, 2 левых. Что я хочу сказать по поводу стелек. Я стельки, которые соединяю в вязаную подошву, в двойную, я не отпариваю.
Почему? Потому что при присоединении стелек мы их соединяем по центру и соединяем по канту. Они расправляются сами, самостоятельно. Вот эти края все выворачиваются. Они сами расправляются. Они сами принимают нужную форму. То есть одинаковую, да, если у нас были какие-то дефекты, в подтяжечке, там, может быть, столбиков, там что-то, то при соединении стельки самостоятельно принимают форму такую, которую мы подразумевали, вязав их по определенной схеме. Вы смотрите сами, если что, как обрабатывать стельки влажно-термической обработкой на канале у меня есть. Подсказочка будет сверху видео, восклицательный знак. Либо, не либо, а в инфобоксе я тоже под этим видео оставлю ссылку, кому интересно. А сейчас приступим к соединению наших стелек. Готовы стельки. Начинаем соединение. Как правило, я начинаю соединение с середины, чтобы зафиксировать срединную часть стелечек. Так. Работаю при обвязке крючком большим, чем тем, которым я вязала. У меня сейчас крючок 6. Значит, смотрю сюда. У меня будет у подошвы лицевая часть, то есть та, на которую будет ножка ступать, и изнаночная часть, та, которая будет идти к полу. И тут я для себя должна решить такое. Значит, мы будем связывать наши стельки, и у нас с одной стороны будет обычные перетяжки, что-то типа вот таких, а с другой стороны у нас будет косичка. И для себя мы должны решить, с какой стороны у нас будет косичка, а с какой стороны перетяжка. Если вы хотите, чтобы она была, косичка, на лицевой стороне, то мы заводим крючок при обвязке в начале с лицевой стороны. То есть мы будем вытягивать нить на лицевую сторону, и косичка у нас будет на лицевой стороне, а перетяжки на изнаночной, то есть та, которая будет соприкасаться к полу. В моем случае я буду делать наоборот. У меня будет косичка с той стельки, которая у меня будет идти к полу. Поэтому я вожу крючок с изнаночной стороны. Что делаю? У нас есть центральная дырочка начальных. То, что мы делали, где мы начинали пяточную обвязку. Вот она у нас. И в лицевой части, в носочной, вернее, части, извините, вот, где у нас были 5 столбиков с одним накидом для центровки. Вот у нас есть 2 отверстия, от одного из них до другого мы должны сделать сшивание. На другой стелечке должно быть все то же самое. Здесь на пяточной я начну с пяточной области. Ввожу крючок вот в этот центр. На другой стельке еще этот центр и ввожу с изнаночной стороны. Беру ниточку, захватываю ее и протягиваю на ту сторону, где я подразумеваю косичку. Хвостик на ваше усмотрение. Сколько оставите? 10, 15, 7 сантиметров. Тут разницы не имеет. Вытянула ниточку, петельку вернее, в следующую перемычку, промежуток между перемычками. Вот у нас даже здесь образованные наши дырочки. Они очень нам помогают в этом случае. Ввожу крючок вместе с петлей в следующую дырочку, промежуток, и смотрю на другой стельке, на противоположной. Вот он. Вывожу крючок, захватываю нить и вытягиваю ее на сторону, где у меня крючок. Протягиваю соединительным столбиком или тамбурным швом. Немножко хвостик подтягиваю. Сейчас это не критично. Потом мы все зафиксируем. Вот у нас образовалась петля. Здесь что желательно? Чтобы петли, чтобы было красиво, да, аккуратно. Чтобы петельки были все одинаковые. Это во-первых. Во-вторых, не рекомендую очень сильно затягивать это соединение. Ввожу опять крючок в следующий промежуток, дырочку в следующую, и вывожу на другой стельке. Захватываю нить, протягиваю
через обе стельки и вытягиваю на поверхность. Опять ввожу крючок в следующую, опять вывожу на другой стельке, захватываю нить, вытягиваю и через крючок. И так дальше до конца определенного нами, да, до центра, вот до этой вот, до этого промежутка, до этой петельки. Также продолжаем. Следующий, с изнаночной стороны захватываю нить, вытягиваю. Вот такой будет вид косички с одной стороны. Вот такой будет вид перетяжек с другой стороны. В моем случае косички будут смотреть в пол, а перетяжки будут на лицевой стороне, на стороне стопы. Продолжаем. И вот у меня последняя центральная петелька осталась. Ввожу крючок, вывожу также на изнанке, вытаскиваю, вернее не на изнанке, на другой петельке. Вытаскиваю, обрезаю нить. У меня остался хвостик. Что я с ним делаю? Я его вывожу на противоположную сторону, чтобы петелька у меня сохранилась. Вывела на противоположную сторону. Петля у меня вот тут есть. Она, естественно, уйдет все равно в этот промежуток. И теперь вот эту ниточку прячу в серединку между нашими стельками. С этой ниточкой начальной делаю то же самое. Протягиваю ее через следующий ряд или через боковое где-то пространство. Вытянула наизнанку, оставила. Что с этими ниточками делаю? Протягиваю их вот так вот вдоль нашего соединения, чтобы они не мешали, потому что здесь мы тоже будем прятать нити всякие разные и не болтались по периметру, скажем так. Вот соединение готово. Такой вид оно имеет. И теперь у нас все выровнялось. У нас выровнялась пяточная часть. То есть мы можем уже, исходя из того, что здесь по центру у нас все стабильно, подрастянуть стельки для того, чтобы их подготовить для связывания, соединения по центру. Не бойтесь, растягивая, деформировать свою деталь. Ничего с ней не случится. Она не испортится, не поменяет форму. А наоборот, так будет гораздо проще потом, когда она уже будет соединена. Ей будет проще, и нам тоже, соответственно, принять ту форму, которую мы хотели. Да, и тем самым мы расформировываем все наше вязание для того, чтобы здесь при присоединении у нас соответствовали все петельки ровненько, чтобы не было перекосов. Потому что если вдруг будет какой-то перекос у стельки после присоединения таким образом или таким, это будет говорить о том, что у нас где-то что-то пошло не так. То есть где-то мы съехали в равномерности, и за счет этого и будет перекос. И еще, чтобы для пущей уверенности, что все в порядке, стельки у нас одинаковые, желательно после окончания вязания стелек просчитать количество петель на одной и на другой, ну, собственно говоря, на всех стельках, чтобы быть уверенными, что никаких перекосов не будет. Соединяем вторую стельку, соединяем вторую, вернее, подошву по центру и приступим к обвязке. В этом мастер-классе по стелькам и соединениям я вам хочу показать вот такую обвязку. Она стандартная, скажем так, но здесь есть небольшой нюансик. Видите разницу? Вот это вот одна сторона. Кантик вот здесь, вот обратите внимание, какой интересный идет вырез здесь по боку. И обычные стандартные петельки
на противоположной части. Значит, я специально сделала разными нитками. Если вы будете вязать, это вообще очень красиво смотрится. Вот здесь вот показать вам. Очень хорошо видны вот эти вот дополнительная косичка к косичке окантовки идет, да? Вот такой вот бортик. То есть за счет того, что мы вяжем за одну перемычку, она у нас стягивается и уходит сюда вот таким внутренним кантиком. Форму придает интересную. Ну и, собственно говоря, еще какой большой плюс, если вы вяжете разными цветами, то очень удобно будет вот за это, если вы вяжете вверх таким же цветом, как вы делаете обвязку. У вас красивый кантик будет выглядывать здесь по подошве, во-первых. А во-вторых, вы когда будете присоединять той же нитью, у вас не будет вылазить другой цвет. Да, понимаете меня? Когда вы присоединяете вверх, вы присоединяете той же нитью к той же нити, и у вас здесь не выскакивает, как это порой бывает, что выскакивает другой цвет, это не очень аккуратно выглядит. Поэтому я вам предлагаю сделать вот такую вот обвязочку. И сейчас мы с вами приступим. Значит, что важно, я уже говорила, чтобы стельки были у нас расправлены. То есть вот она у нас связана, кривизны никакой нет. И обратите внимание, что стелька, она ровная, она плотная, никакого отпаривания она уже не требует. И что у нас получается? Вот эта часть с косичкой у меня идет на подошву. Соответственно, вот это вот дополнительный кант, это у меня тоже идет на подошву. Вот это вот внутренняя сторона. И стелька распрямилась, растянулась. Вот к этому кантику я буду присоединять деталь верха. И здесь у меня еще будет обвязочка. Поэтому я меряю не от края, а от места, чуть-чуть отступающего от места присоединения, вот от этих кантиков. И у меня получилась стелечка 23 сантиметра, грубо говоря, 23 с половиной. То есть все окей. И давайте приступим. Все распрямили, разровняли, растянули, все как показывала раньше. Расправили все вот эти вот углы, которые образуются, когда мы вяжем последний ряд, да, у нас вся эта косичка, она у нас как бы выходит на эту сторону, надо вот это вот все распрямить. Вот. И растянуть посерединке. Вот так вот. Смотрим на пяточку. Обычно я соединяю с пятки. Ну, как бы здесь все видно, все понятно. Проверяем себя. Вот у нас есть срединная прибавка второго ряда, где мы делали соединительный столбик. Я ввожу сюда крючок, на другой стельке вывожу его на ту же сторону и смотрю. Опять же, подрастягиваю здесь все и смотрю, что да, у меня петли ложатся ровно, и я могу спокойно соединять таким образом. Вот, но начинаю я не с этих срединных петель, потому что здесь мы делали фальш-петлю, и у нас как бы это, хоть мы и спрятали ниточку, не очень стабильные вот эти вот косички. Я просто отодвигаюсь на 2-3 петли и ввожу крючок. Это у меня дно. Я ввожу крючок за крайнюю перемычку, которая идет ближе к верхней стельке. Вот так вот ввожу крючок. А у верхней стельки ввожу за 2. Захватываю нить и протягиваю через эти 3 перемычки. Хвостик оставляю сантиметров 10. И продолжаю также. Вот крючок, ввожу за крайнюю перемычку, ближе к верхней стельке. У верхней стельки за 2 протягиваю ниточку через петельку на крючке. Дальше то же самое. Дальше здесь у меня петли, которые были фальш. Я захватываю за крайнюю дужку только одну, именно той фальш петли. И за перемычки и именно фальш петли. Нижний столбик я оставляю. Если захватить, то это будет дополнительный объем и кривизна пятки. На что обращать внимание? Продолжаю дальше все вот так вот по стелечке. Сильно не затягивать нить.
То есть должно быть свободно, потому что учитывайте то, что вам еще придется присоединять деталь верха, какие бы тапочки вы ни вязали, с задником, без задника. И вот это вот эти перемычки, они не должны быть затянуты, потому что вы будете присоединять деталь верха, вот за эти перемычки, вытягивать их соответственно, и у вас вот эта вот косичка соединения, она будет деформироваться. Деформироваться в зависимости от того, в какой части вы будете делать присоединение. Она будет вытягиваться. Также края вот стельки соединения, они будут сплющиваться вот так. Стелька тоже будут все эти края деформироваться. Поэтому старайтесь делать посвободнее. Это во-первых. А во-вторых, чтобы косички были одинаковые. Это тоже эстетично смотрится, хоть в моем случае это будет и стелька пола, но тем не менее, если вязать, допустим, разными цветами, то это будет бросаться в глаза. Продолжаем таким образом до начала нашей обвязки. Тут встретимся. Вот. Полностью провязала свою стельку. Вот она такая стала, видите? Все, она выровнялась, она плотная, она состыкована, все, по всей краешке ровненькие, нигде нет никаких перекосов. И мы с вами подошли к самому началу. Отрезаем нить, вытягиваем предпоследний столбик петлю мы с вами провязали, вытягиваем ниточку и делаем соединение той же самой фальш петлей. Вот у нас начало. Нам нужно сымитировать вот эту петельку, поэтому мы заводим крючок за самую первую нашу петлю, которую мы сделали на окантовке. Через нее продеваем хвостик наш. Возвращаем его туда, откуда он у нас вышел, заводя крючок с изнанки. Вот у нас везде есть перемычки, а здесь нет. Нам нужно дополнить это место. Поэтому завожу здесь за 2 перемычки, здесь за 1 перемычку и здесь в центр петли, из которой у нас вышел хвостик. То есть у меня получается 4 перемычки на крючке, и я вытягиваю через них нить. Вот, отличный, шикарный просто вид. Все везде ровно и красиво. Здесь что я буду делать? Здесь я просто-напросто 2 хвостика перевяжу вот таким образом нитью. Аккуратно подтяну, чтобы не порвать нить. Здесь у меня все сохранилось, ничего нигде не искривлено. И теперь вот эти нитки я просто-напросто спрячу в подошву. Одну и вторую. Они не распустятся, никуда не денутся. Они стабильно будут сидеть в нашей двойной стельке. Вот так вот. Ну, тут, в принципе, процесс может удлиниться за счет длины нити, но можно это дело прекратить, отрезав ниточки. Вот подошва готова. Можно приступать к продолжению, к вязанию верха тапочек. Если вы хотите связать на этих подошвах такие же тапочки, которые предлагаю связать вам я,
вы можете посмотреть вот в этом видео. Там я показываю полностью вязание деталей верха и ее присоединение к этим подошвам, к этим стелечкам, которые мы с вами связали. Я очень благодарна вам, что вы досмотрели этот мастер-класс до конца. Рада, что для вас это было интересно, раз вы дошли до этого момента. Очень приятно. Желаю вам всем ровных петелек, соответствия размеров, хорошего, отличного настроения. Буду рада видеть вас у себя на канале. Всего доброго и до новых встреч. Пока-пока.